Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить великолепные, вкусные творожные чуду на тонком тесте. Для завтрака просто идеальный вариант. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Получаются очень сочные, нежные, сытные и вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сначала приготовим тесто. Пропустим муку через сито. У меня здесь 500 грамм муки пшеничной высшего сорта. Всегда муку просеиваю, насыщаю кислородом, потому что мука, когда долго лежит, она слеживается. И перед самым применением ее обязательно ее пропускаю через сито, насыщаю кислородом. Добавляю 1 чайную ложку сверху соли. У меня гималайская, розовая. Очень простое тесто. Сюда же добавляем 300 мл воды. Обычной воды комнатной температуры, фильтрованная вода. Растительное масло хотите можете добавить, хотите можете не добавлять. Но я добавляю где-то 2 столовые ложки, потому что растительное масло оно дает нежность тесту. Замешиваем тесто. Если без растительного масла, чудо будут более суховатые. Тесто должно быть мягкое, нежное. На рабочий стол немного растительного масла. Хотя бы минут 5 нам нужно вымесить тесто. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Мягкое, но держит форму. Под пленочку и дадим ему минут 20 отдохнуть при комнатной температуре. Теперь приготовим начинку. У меня творог домашний, домашнего приготовления. Как я его готовлю, оставлю ссылочку под видео в описании. Самое приятное то, что он получается очень вкусный, полезный и без консервантов. И дешевле обходится, если вы готовите сами. Несмотря на то, что у меня творог зернистый, но он, посмотрите, какой нежный. Как пастообразный, если вот так нажимаешь его, он пастообразный. Вот такой на чуду и должен быть творог. Очень важно. Тогда получается очень вкусно. У меня на канале есть очень много разных рецептов чуду. Я оставлю в инфобоксе информацию. Добавляю 4 яйца и желтки и белки вместе. Яйца с творогом очень хорошо дружат, очень вкусно. У тех, у кого аллергия на яйца, яйца не добавляйте. Добавьте сметану. Сметаны я добавляю 100 грамм. Творога у меня 800 грамм. Чуть-чуть больше, 820 грамм. 1 неполную ложку зиры добавляю. С зирой, конечно же, лучше не перебарщивать. Либо пол чайной ложки укропа можно. Добавляю 1 чайную ложку соли, соль по вкусу. Пол чайной ложки черного молотого перца. И 200 грамм сыра. Сыр моцарелла и чеддер. Натертый на терке крупной. Сейчас нам нужно будет сюда добавить еще лук. Обжаренный лук добавим и сырой. Сейчас пока все смешиваем в однородную массу. Масса очень нежная. Если вы чувствуете, что у вас творожок суховат, добавьте чуть-чуть больше сметаны. У вас масса не должна быть слишком сухой. А так не бойтесь, дерзайте, мои дорогие. Это очень вкусные блюда, дагестанские, чуду. Поэтому пробуйте, вам понравится. Однозначно будете готовить на выходные такую красоту. Или на праздники, на праздничный стол. Поверьте, вот такие чуду первыми уходят со стола, потому что это экзотика. 1 головку лука. Нарезаем половинку мелко кубиками. И кубиками тоже нарежем вторую половинку, будем жарить. Мелко нарезали лучок. Вы можете вместо репчатого лука зеленый лук нарезать, верхнюю часть беленькую зажарить, 1 пучок, а зеленую добавляете в творог. Очень вкусно получается. На зажарку будем использовать целую головку лука. Лучок готов, идем его обжаривать. Сковородку установили на средний огонь. Добавляем либо сливочное, либо топленое масло. Добавляем немного растительного масла, потому что растительное масло увеличивает температуру горения для сливочного. Тогда сливочное не будет гореть.
Сейчас немножко масла разогреется, и мы опускаем сюда лучок. Обжариваем до золотистого цвета. Так, чтобы лучок немножко карамелизовался, я немного его посыпаю солью. Жарим на среднем огне. Самое главное, чтобы у нас лучок не был коричневым. Тогда он уже горчит. Он должен быть нежно-золотистого цвета. Все у нас готово. Снимаем с огня, даем немного остыть и отправляем к творогу. Добавляем обжаренный лук к творогу. И все хорошо смешиваем. Все готово. Сейчас пробуем на соль. Если не хватает, немножко добавляем. Тесто извлекла из пленки. Посмотрите, какое тесто изумительное. Немного его обминаем. Клейковина открылась. Прекрасное тесто. Я буду делать небольшие, поэтому мне нужно где-то по 120 грамм кусочек теста. Я буду взвешивать. У меня получилось 7 шариков по 120 грамм. Скатываем каждый кусочек теста в шарик. Устанавливаем на тарелочку, накроем пленкой и дадим еще минут 5 отдохнуть. Подпыляем мукой. Тесто немного прилипает, оно очень нежное. Так и должно быть. Раскатываем тонко. У меня варочная панель прямоугольная, поэтому я буду их готовить удлиненными. Вы можете готовить круглыми, как вам нравится. Вы меня спрашиваете, можно ли готовить на сковороде. Конечно, если вы возьмете сковороду толстостенную и будете в ней готовить чудо, у вас получится изумительное чудо. Потому что равномерно оно распределяется, жар, и у вас все великолепно пропекается. И мясные, и с зеленью, и творожные чудо. Без проблем, на тонком тесте. Если вы чувствуете, что где-то чуть-чуть прилипает, можно немножко муки, немного. Все готово, тоненько. Излишняя мука нам не нужна. Выкладываю на специальную доску. У меня снизу немножко мука была на пласте, поэтому я муку не добавляю. А так обязательно нужно немножко подпылить мукой. Определяю границы. У меня доска позволяет, чтобы по диагонали расположить вот так вот пласт, и чтобы все было в зоне контроля. Определила границу, и вот теперь мы вот так знаем, где у нас должна заканчиваться начинка. И все распределяем. Про уголки не забываем, потому что, как правило, часто уголки бывают пустыми. Тут нужно уголочки обязательно тоже заполнять. Мы любим, чтобы много начинки было и меньше теста. Я убеждаюсь, что везде у меня равномерно распределено одним ровным слоем. И теперь одним ловким движением вот так набрасываем поверх. Если у вас здесь начинка собирается, просто ее прижмите, не бойтесь. Сильно не прижимайте, никакого насилия не должно быть. Теперь вот так вот мы пальчиком, двумя пальчиками можете, вот так несколькими пальчиками прижимаем. В процессе, когда оно будет готовиться, начнет плавиться сыр. И, конечно же, в движение начинает очень высокая температура внутри, поэтому очень хорошо нужно залепить. И проходимся фигурным ножом. Вот так. Тесто это пойдет на другой
Насколько важно его именно положить под пленочку. Убеждаемся, что у нас беспрепятственно чудо уходит по доске, чтобы нам удобно было выложить на варочную поверхность. Так, идем выпекать. Все готовится 5-7 минут. А теперь только успевай. Все быстро раскатывается и быстро готовится. Слишком много муки тоже не стараюсь брать. Все то, что есть на столе, на рабочей поверхности, стараюсь задействовать. Но если у вас уже получаются вот такие загибы и залипы, там обязательно нужно немножко добавить муки. Чуть-чуть буквально. Немножко подпыляем мукой. У меня размер вот именно по этой доске. Видите, все помещается, значит, я раскатала все правильно. Определяем границы и выкладываем начинку. И проходимся фигурным резаком. Все готово. Идем обжаривать. Варочная поверхность у меня стоит на 2 глазках. Огонь ниже среднего. Она уже хорошо у меня прогрелась, где-то минут 30. И вот сейчас с обеих сторон будем обжаривать на абсолютно сухой жаровне. Посмотрите, какое оно красивое внутри. Еще немножко прожарим. Блюдо немножко смазываем сливочным маслом. И сейчас сюда же отправим чудо. И следующее чудо. Сверху смазываем сливочным маслом. Не жалеем. Обязательно проходимся по краям, чтобы они не были жесткими. Накрываем пленочкой, чтобы еще были мягче. Все делаем аккуратно. Вот так должно оно у вас. Видите, какая красота. Внутри воздушная. Очень горячо. Именно когда вы переворачиваете, очень опасно. Здесь пар вырывается. Поэтому нужно делать все аккуратно. Для того, чтобы вам переворачивать было легче, делайте их в 2 раза меньше. То есть маленькими. Их тогда удобно и переворачивать. А когда уже наловчитесь, можно будет вот такие большие делать. Я подглядываю, смотрю. Здесь у меня уже все готово. Выкладываем на тарелку. Смазываем маслом снова. Получается, что нижние чудо, они тоже пропитываются маслом от предыдущего. И получается, что с обеих сторон они промаслены очень хорошо.
Итак, дорогие друзья, наши чудо готовы. Они получились очень сытные, вкусные, сочные и нежные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.